Цифровые технологии с каждым днем все шире входят в нашу повседневную жизнь. И это естественно, ведь процесс цифрового развития является закономерным этапом прогресса, связанным с переходом от общей компьютерной деятельности человека к последовательной цифровой трансформации всей экономической деятельности и государственного управления. Но целям всеобщего блага и для государства, и для гражданского общества, и для конкретного человека данный процесс служит лишь в государствах, где общественные отношения регулируются исключительно правовыми нормами, а права человека обеспечиваются властью закона. В современной же Беларуси цифровые и информационные технологии используются прежде всего для укрепления диктатуры одного человека и абсолютного порабощения граждан нашей страны. Одной из таких технологий является платформа умного видеонаблюдения КИПОД, используемая для тотальной слежки, идентификации несогласных с режимом и последующих репрессий. Вы знаете, главное в имидже нашего государства в том, что наши люди ни вечером, ни днем с маленькими детишками, в том числе в колясках детских, не боятся выходить на улицу. Это наше достояние. Добрый день, уважаемые белорусы! Вас приветствует советник юстиции Олег Талерчик. Байпол продолжает свои расследования, рассказывая о тайнах и преступлениях диктаторского режима, захватившего государственную власть в нашей родной Беларуси. И сегодня мы вам расскажем о так называемом всевидящем оке диктатора, а именно о печально прославившейся в связи с событиями августа 2020 года платформе умного видеонаблюдения КИПОД. Ну что, поехали! Согласно официальным источникам, КИПОД – это флагманская разработка российско-белорусской группы компаний «Синезис», компетенции которой включают облачные вычисления, искусственный интеллект, чат-боты, хранение и обработка больших данных. КИПОД позиционируется как платформа видео и аудиоаналитики, облачное решение для так называемого умного города, что, как утверждают разработчики, позволяет ее пользователю следить за безопасностью не только в масштабах города, но даже регионов и государств. Но как же на самом деле используется эта, на первый взгляд, гуманная и миролюбивая платформа в нашей Беларуси? Кто в действительности стоит за группой компаний «Синезис» и почему 17 декабря 2020 года «Синезис» стала первой IT-компанией, попавшей под санкции Совета Европейского Союза? Несмотря на пропагандируемым режимом имидж Беларуси как IT-страны, в действительности в большинстве райотделов милиции и по сей день стоят старые компьютеры из технологического прошлого века, которым самое место в музее. А сотрудники по-прежнему покупают за свой счет бумагу и периодически вручную заправляют одноразовые картриджи для принтеров. Но это что касается условий работы рядовых сотрудников, ведь их комфорт никому не интересен. А вот когда речь идет о повышении и усилении оперативности контроля над гражданами страны, подход совершенно другой. Так и в МВД, и в других силовых органах некогда правоохранительной системы нашей страны вместо бумажных картотек внедрены автоматизированные базы данных, такие как АИС-паспорт, ГАИ-центр, ЕГБДП и другие. Да-да, те самые суперзащищенные, по заверениям милицейского руководства, базы данных, которые были виртуозно взломаны киберпартизанами. Впрочем, одной лишь замены бумажных картотек на цифровые для установления тотального контроля над белорусами режиму было явно недостаточно. Поэтому, начиная с декабря 2012 года, с принятием Совета министров постановления номер 1135, в стране началась поэтапная и планомерная работа по созданию так называемого всевидящего ока, единой системы видеонаблюдения.
Необходимость такой системы объяснялась, конечно же, благовидной целью обеспечения общественной безопасности в местах массового скопления людей. По-настоящему же работа над созданием будущего всевидящего ока закипела после указа диктатора от 28 ноября 2013 года номер 527 о вопросах создания и применения системы видеонаблюдения в интересах обеспечения общественного порядка. Опубликованного, кстати, лишь в извлечениях, то есть с сокрытием важных моментов от глаз гражданского общества. Ведь секретные указы давно уже стали в порядке вещей в стране, где иногда не до законов. Я не собираюсь перед вами ничего признавать. Я не под следствием, поэтому вы выбирайте выражение на всякий случай. Именно этим нормативным актом и было оформлено политическое решение создать в Республике Беларусь систему видеонаблюдения за состоянием общественной безопасности, состоящую из средств системы видеонаблюдения, каналов связи, используемых для передачи зафиксированной информации, и иного оборудования, используемого для обеспечения функционирования системы видеонаблюдения. А тут и очень кстати пришелся чемпионат мира по хоккею в Минске в 2014. И объяснить слишком любопытным создание системы тотальной слежки целью обеспечить общественный порядок при проведении чемпионата и заодно на практике испытать систему видеонаблюдения. Очень удобно. После хоккейного чемпионата работа по совершенствованию и углубленному внедрению всевидящего ока продолжилась. В мае 2017-го появился новый указ номер 187, в соответствии с которым, цитируем, в целях повышения уровня общественной безопасности путем использования современных информационно-коммуникационных технологий было решено создать в стране республиканскую систему мониторинга общественной безопасности, или, как принято ее сокращенно называть, РСМОП. Помните, как в Минске, особенно в центре столицы, активно велись работы по прокладке новых волоконно-оптических линий, когда по улицам растянулись километры кабеля в огромных кабельных катушках? Ажиотаж по прокладке Белтелекомом оптоволокна помнят также и жители других регионов страны. В каждую многоэтажку, в каждый дом в частном секторе до 2018-го у вас будет отличная связь и супербыстрый интернет. Ведь это так красиво, так заманчиво звучит, верно? Ну а ведомствам, ответственным за реализацию указа по созданию, функционированию и использованию всевидящего ока, понятное дело, определили Министерство внутренних дел. Уже в конце мая 2018 года МВД разместило на интернет-ресурсе госзакупок приглашение на участие в открытом конкурсе по выбору технического оператора РСМОП. И тут, внимание, первый конкурс из-за юридических формальностей был признан несостоявшимся по причине того, что на участие в нем заявился только один желающий. Дочерняя компания Синезиса, общество с ограниченной ответственностью 24/7 Паноптис. А всего через 10 дней был объявлен повторный конкурс, по результатам которого 22 августа победителем был объявлен, кто бы вы думали? Правильно, все тот же ОАО 24/7 Паноптис. И что интересно, вместо протокола подведения итогов конкурса, в котором должны отражаться предложения всех участников и ход голосования по выбору победителя, на официальном сайте по госзакупкам МВД разместило лишь краткое уведомление всем тайным участникам открытого конкурса о победе ОАО 24/7 Паноптис. В этой связи, кроме сомнений, а были ли те самые другие участники конкурса, возникает еще один логический вопрос. А не потому ли выбор пал именно на ОАО 24/7 Паноптис, что его директором является бывший силовик Алексей Кныш, который до этого работал на различных должностях в так называемой правоохранительной системе, а последним местом его службы был небезызвестный ОАЦ, то есть личная киберразведка диктатора. И снова внимание, на должность директора вроде как частной коммерческой организации Кныш пришел 19 февраля 2018-го, аккурат перед началом процедуры по поиску технического оператора для всевидящего ока. Просто чудесное совпадение, согласитесь. Впрочем, куда же сегодня в Беларуси без силовиков?
Кому, как не человеку из системы, знать, что именно нужно карателям, чтобы уже наверняка все контролировать, а в случае чего немедленно отреагировать. Итак, после подписания в сентябре 2018 года между МВД и ОАО 24/7 «Паноптис» договора на поставку последним комплекта для обслуживания РСМОП, постепенно все минские РУВД и другие районные отделы внутренних дел страны были подключены к всевидящему оку, то есть к тому самому КИПОДу. Кстати, вы снова удивитесь, но сроки поставки по названному контракту установлены вплоть до 1 января 2038 года. Интересно, какая еще частная коммерческая организация, якобы не аффилированная с диктаторским режимом, может похвастаться 20-летним государственным контрактом в современной Беларуси? Ну а теперь самое время разобраться, что же представляет из себя этот пресловутый КИПОД и как он используется режимом в репрессиях против белорусского народа. Давайте обратимся к демонстрационному ролику гражданской версии платформы, который показывался на ее презентации в МВД. КИПОД – облачный сервис интеллектуального видеонаблюдения и мониторинга удаленных объектов. Находите любые данные людей с помощью средств распознавания лиц, транспортные средства по номерным знакам, другие объекты и события заданного типа. Используйте мобильное приложение для получения пуш-уведомлений о тревожных событиях, поиска событий и просмотра видео. Подключайте внешние устройства, такие как системы контроля и управления доступом, охранно-пожарную сигнализацию, кассовые терминалы, сканеры меток для формирования сигнала тревоги, разметки и текстового поиска в архиве. Управляйте поворотными камерами с помощью мышки или сенсорного экрана. Создавайте закладки на видео и делитесь ими с другими пользователями. Управляйте распределенной системой через единый веб-интерфейс без установки программного обеспечения. Подключайте объекты даже по беспроводным каналам с ограниченной пропускной способностью. Воспользуйтесь услугой мониторингового центра 24/7 для гарантированной обработки тревожного события нашим обученным операторам или используйте своих операторов. Посетите наш сайт для получения дополнительной информации и демонстрации. Находите любые данные людей с помощью средств распознавания лиц, транспортные средства по номерным знакам, другие объекты и события заданного типа. Вот так вот спокойным и обыденным голосом диктор за кадром миролюбиво вещает о возможности пользователей КИПОДа находить абсолютно любые данные, в том числе и людей. Ясное дело, без ведома последних. Ярким примером использования возможностей платформы КИПОД в интересах диктаторского режима является незаконное задержание 12 ноября 2020 года политического активиста и блогера Николая Дедка, которого вычислили среди пассажиров Минского метрополитена, проанализировав с помощью КИПОДа видеозаписи с камер видеонаблюдения. Об этом в декабре 2020 года Байпол рассказал на своем телеграм-канале. Стоит напомнить и то, что после задержания активиста, которое сопровождалось пытками и избиением, каратели продолжили издеваться над ним уже в здании ГУБОПика, которое в разговоре с Дедком сами же опричники называли гестапо. Как происходит на практике поиск конкретного человека среди пассажиров метро, давайте послушаем на примере разговора теперь уже бывшего начальника Главного управления уголовного розыска криминальной милиции МВД Максима Свирида со своим подчиненным, начальником УУР ГУВД Мингорисполкома Сергеем Ушаковым. Сергей, ты мне скажи, как фамилия сотрудника сыщика московского, который вот КИПОДом занимался? Балбуцкий. Балбуцкий. А он, кто его учил? Сам. Сам, то есть он такой грамотный? Ну, у меня вот, допустим, то же самое Кравченко сам обучился во Фрунзенском. Ну, например, в этом районе есть человек, который, нормально пользуется. Снизил качество до 30%? Ну, да. То есть там же по процентному соотношению можно искать совпадение. 100% редко, когда вообще выдает что-то. Обычно от 50 до 80 работаем, а когда ниже снижаешь, их очень много, надо, но можно в ручном режиме просматривать. Не тараторий. Сколько у него вышло совпадений? Ой, не знаю, не скажу сейчас по количеству. Но это даже не десятки. Ну, больше сотни. Да, это даже не десятки. Сотни, хорошо. И он пошел
пошел по одежде двигаться, да? Ну, и он начал, то есть оно же, когда в Киподе выдает совпад, оно показывает вот этот кусочек видео. Его нажимаешь, открываешь, и можно посмотреть фрагмент записи метро, переходов вот этого конкретно человека, на кого совпад дает, как он выглядит. Да, пошел, посмотрел, что вот что-то похожее по Каменной горке. Метро. Да, в переходе Каменной горки. Во сколько он его установил по времени? Ну, сейчас четко не скажу, но поехали не туда с утра, и в 7 уже захватили его в переходе, как раз он шел. В этой же одежде. Наиболее частое место появления... Все, Сергей, давай. Да, есть. Станция метро. Именно за предоставление Кипода в распоряжение режима Лукашенко Совет Европейского Союза и наложил 17 декабря 2020 года санкции на компанию «Синезис», мотивировав свое решение следующим. УАО «Синезис» предоставлял властям Беларуси платформу наблюдения, которая может искать и анализировать видео и использовать программное обеспечение для распознавания лиц, делая компанию ответственной за подавление государственным аппаратом Беларуси, гражданского общества и демократической оппозиции. Таким образом, компания извлекает выгоду из поддержки режима Лукашенко. Напомним, что пользователи платформы Кипод в рамках РСМОБ являются практически все силовые ведомства режима. Это органы государственной безопасности, служба безопасности диктатора, оперативно-аналитический центр, органы внутренних дел, пограничная служба, таможенные органы, департамент финансовых расследований, а также органы и подразделения МЧС. А абонентами все учреждения, организации и предприятия любой формы собственности, а также индивидуальные предприниматели, в распоряжении которых находятся объекты, подлежащие обязательному оборудованию средствами системы видеонаблюдения. То есть рестораны, АЗС, торговые сети, спортивные объекты, банки, отели, жилые дома и тому подобное. Помните, как независимые медиа описывали случаи, когда милиция ультимативно настаивала на установке камер видеонаблюдения, подключенных к РСМОБ? Хочешь, чтобы твое кафе работало после 23:00? Подключайся. При этом каратели требовали от владельцев заведения копии заявления, адресованного ОАО 24/7 Паноптис. И да, конечно же, именно абоненты, а не указанные пользователи, платят деньги Синезису в лице его дочки 24/7 Паноптис за выдачу технических условий на подключение своих камер видеонаблюдения к всевидящему оку, а также за само подключение, за обработку и хранение информации из системы видеонаблюдения. Ну а что? Очень удобно. Следишь за всеми круглые сутки, а объекты наблюдения тебе за эту слежку еще и приплачивают. Что интересно, именно на это обстоятельство в свое оправдание и пытается сослаться компания «Синезис», оспаривая решение Совета ЕС о санкциях. Мол, от КГБ и МВД оплаты никогда не получали. Деньги брали исключительно от тех, чьи камеры подключены к системе. Даже разместили на своем сайте объявление. Так, мол, и так. Никакой выгоды от сотрудничества с МВД и другими госорганами режима Лукашенко не получали. Все это фейк. Вот только на безвозмездной основе, согласно указу диктатора, к системе слежения подключены лишь 3 из 8 силовых ведомств. А кто оплачивает доступ к РСМОБ для остальных 5? И абонентскую плату для камер видеонаблюдения, установленных на зданиях карателей, кто платит? При этом компания лицемерно умалчивает о том, что она является единственным техническим оператором РСМОБ, имея государственный контракт сроком на 20 лет. И что именно указом диктатора она наделена правом взимания платы за свои услуги, а обязанность многочисленных абонентов покупать эти услуги обеспечивается государственным принуждением подключения их к всевидящему оку. Только по решению Мингорисполкома от 29 июля 2021 года номер 2268 по одному лишь Минску к РСМОБ обязаны подключить 1091 объект. И это в дополнение к 261 объекту, подключенному к системе ранее на основании постановления Совмина номер 89 в редакции от 30.06.2020. Подобные решения приняты всеми областными исполнительными комитетами. К
примеру, в Минской области решено подключить 1393 объекта, в Гродненской – 1090, ну а в Могилевской – 867. И каждый такой объект оборудуется вовсе не одной видеокамерой, а за каждое средство наблюдения и детектор абонент РСМОП обязан платить Синезису в лице ее дочерней компании Panoptis ежемесячно по 42 рубля. Это не считая разовых платежей за выдачу технических условий 132 рубля и за подключение любого из средств наблюдения к всевидящему оку по 24 рубля за единицу. Удобная позиция, не правда ли? Я не беру денег от диктатора. Просто он отдал мне в безвозмездное пользование отару своих овец, и я стригу с них шерсть. Ну а в качестве главного аргумента своей непричастности к подавлению диктаторским режимом гражданского общества в Беларуси с помощью КИПОДа, используемого МВД для массовой идентификации протестующих, компания Синезис приводит следующее утверждение. Цитируем. Массово устанавливать участников протеста позволяет мобильная связь, соцсети, фото в СМИ. КИПОД построен на абсолютно иной логике и предназначен для поиска заведомо идентифицированных людей, людей в розыске, пропавших без вести и так далее. Фейк основан на технологических фобиях граждан. И опять руководство Синезиса сильно лукавит, манипулируя технической информацией о принципах работы платформы КИПОД. Чтобы убедиться в этом наглядно, давайте обратимся к такому официальному источнику информации, как постановление МВД о единых технических требованиях к программному обеспечению видеонаблюдения от 2 июля 2019 года номер 181 за подписью тогда еще министра внутренних дел Юрия Караева. В данном документе нас интересует последний абзац пункта 13 единых технических требований, в соответствии с которыми программное обеспечение РСМОП должно предусматривать, и опять цитата, наличие модуля автоматического распознавания лиц, в том числе позволяющего осуществлять интеграцию со сторонними информационными системами и базами данных, содержащими фотографии людей. Говоря же понятным языком, версия платформы КИПОД, на базе которой функционирует всевидящее око, на практике интегрирована с такими базами данных МВД, содержащими фотографии и личные данные всех граждан Беларуси, как АИС-паспорт и ГАИ-центр. При этом каждому гражданину и лицу без гражданства, получившему вид на жительство в нашей стране, в данной специальной версии КИПОДа присвоен цифровой идентификатор наподобие личного номера в паспорте. Поэтому любой белорус, который попал под видеокамеры всевидящего ока, либо его сняли на видео или сфотографировали сами каратели, при соответствующем качестве изображения может быть установлен посредством указанного идентификатора через базу «Паспорт» или ГАИ-центр. Именно с этой целью так тщательно и фиксировались на видео этими прихвостнями режима все без исключения протестные акции, в том числе и мирные марши протестующих белорусов в период августа-осени 2020-го. Ведь помните, как МВД хвалилось, что к концу 2020-го создало картотеку участников несанкционированных акций? Сними вот этого вот. Проходите, они отделят. Ну, он руками машет что-то. Сейчас повернется лицо. Видишь, что спешит? Снимай его близко и это самое. Что? Так Лысого снимаем. Мы этого снимали только что. А там кого Лысого? Да тот мужик, что с этой с иконой стоит. Я ж сняли. О, это главный репортер. Они же прекрасно понимают, если они спровоцируют, отхватят. Не хотят. Справа, смотри, пошел с гитарой. Уходят. Уходят. Говорят, оставайтесь с Лукашенко, все разворачиваются. Регистраторы у всех работают? Да, у всех работают. Немаловажным будет также понимать, какие технические требования предъявляются к качеству изображения для того, чтобы КИПОД смог распознать и помочь карателям идентифицировать интересующего их человека. Для чего
Обратимся к план-конспекту занятий и обучения персонала пользователей системы мониторинга работе с программным обеспечением КИПОД. Итак, модуль обнаружения, сопровождения и идентификации людей по биометрическим признакам лица FaceTrack имеет следующие технические характеристики. Максимальное одновременное количество лиц в кадре – до 10. Максимальное отклонение на стоп-кадрах лица от фронтального ракурса не должно превышать плюс-минус 15 градусов по вертикали, то есть наклон головы вниз и вверх, и плюс-минус 45 градусов по горизонтали, то есть поворот головы влево-вправо. Минимальный размер изображения лица для детекции не менее 45 на 45 пикселей. Минимальный размер изображения лица для распознавания не менее 100 на 100 пикселей. Межзрачковое расстояние на стоп-кадрах лица фронтального ракурса должно быть не менее 50 пикселей. Проще говоря, КИПОД может по одному кадру на видео, где запечатлен интересующий пользователя человек, идентифицировать его с вероятностью в 94,21%. Отметим, что при помощи данной платформы каратели не только идентифицируют участников протеста по конкретному событию, уличному маршу, дворовой акции, но и по конкретной персоне любого из захваченных ими белорусов устанавливают иные эпизоды его уличной протестной активности. Именно по этой причине во всех райотделах милиции, задержанных по политическим мотивам, снимают на видео или фотографируют. Ну, со всех ракурсов. Спиной в бок повернуться. Морду, блядь, право-лево. Ну, в КИПОД. Видишь, мог этот отловить. Харют. Если его отождествляют фото. Ну, как поэтому работает. Еще раз повторим. Алгоритм работы карателей по политической тематике включает в себя обязательное использование платформы КИПОД. Обязательное. И применение данного программного обеспечения, а также его результаты, контролируются лично руководством МВД. Особенно неравнодушен к всевидящему оку заместитель министра МВД Геннадий Казакевич. Давайте сначала представимся еще раз, да? Заместитель министра внутренних дел Республики Беларусь Казакевич Геннадий Аркадьевич. Так, ну хорошо, нужна его маршрут движения. Мы же можем значительно сократить количество. Можем, да. Василий Ильясов у меня занимается. Ну, тоже, Геннадий Аркадьевич, не быстрая работа. Понимаю. Технически надо двигаться. Хорошо. КИПОД дал что-нибудь? Ну, пока ничего. А закончила проверка или нет? Ну, поехал в Якубель, у меня там доложим ближе к вечеру. Пока не скажу, Геннадий Аркадьевич. Итак, отлично зная всю подноготную использования своего творения диктаторским режимом, руководство Синезиса, тем не менее, имеет смелость утверждать, что факт их сотрудничества с карателями Лукашенко не доказан, а использование последними платформы КИПОД вообще никак не связано с осуществлением политических репрессий в Беларуси. Компания даже обратилась 16 марта 2021 года с иском в Суд Европейского Союза, в котором требуют признать недействительным решение Совета ЕС о включении ее в третий пакет санкций. Надеемся, сегодняшний наш выпуск позволит принять суду правильное решение по названному иску. И, кстати, громко раструбив во всех СМИ о фейковом характере выдвинутых против Синезис обвинений, руководство компании при этом почему-то поспешило выйти из состава ее учредителей и переоформить свой бизнес на других лиц, а также переименовать иные свои бизнес-активы, исключив из их названия неблагозвучное теперь в Европе и США слово «Синезис». Напомним, что до введения санкций против ОАО «Синезис» 75% доли в уставном фонде компании принадлежало ее основателям, братьям Александру и Петру Шатровым, а также Николаю Птицыну. В число совладельцев компании с общей долей в 25%, кроме того, входили гражданка России Инна Алексина, супруга того самого прикорытного кошелька диктатора Алексея Алексина, лидера рейтинга взяткодателей Лукашенко из нашего недавнего расследования, а также принадлежащая ему компания Энерго Ойл Инвест. После же попадания в санкционные списки, не дожидаясь решения суда Евросоюза по иску, все указанные лица, кроме Александра Шатрова, вышли из состава учредителей ОАО «Синезис». Да и сам основатель «Синезиса» уступил почти всю свою долю в компании одному из ее сотрудников, Юрию Михайловичу Сербенкову. По неслучайному стечению обстоятельств
бывшему подполковнику милиции, начальнику 3-го отдела 5-го управления по городу Минску Губопика, этакому бывшему а-ля Миша Бедункевич, только ответственному не за всю страну, а исключительно за один столичный регион. Еще один экс-силовик. Такой факт вас уже, наверное, не удивляет, верно? И да, этот же Сербенков чудесным образом возглавил и другие дочерние предприятия Синезиса, такие как ОАО «Синезис Стратус», ОАО «Синезис Феникс», ОАО «Синезис Спорт», ОАО «Сабаба Лэбс», ОАО «Атлас Акме». Интересно и то, что все названные компании располагаются по одному и тому же адресу. Город Минск, улица Платонова, 20Б. Там же, где зарегистрирован и технический оператор всевидящего ока ОАО 24/7 «Паноптис». Вот такая вот частная коммерческая структура. В «Паноптисе» бывший оацовец Кныш, а в самом Синезисе бывший губоповец Сербенков. Кстати, оба они являются воспитанниками Минского Суворовского училища, которое вместе окончили в далеком 1996 году. А привел их в Синезис другой кадет-однокашник и по совместительству на тот момент директор компании с образованием, полученным в Военной академии Республики Беларусь, Шведко Дмитрий Николаевич. И после этого господин Шатров будет заявлять, что его бизнес никак не связан с диктаторским режимом и его силовиками. Видимо, исключительно потому, что никак не связан. В свое время Александр Шатров в лице своей супруги Натальи Мироновой получил земельный участок номер 7 в садоводческом товариществе «Моя отрада», расположенном на территории Гаранского сельсовета в Минском районе, на котором к лету 2018 года возвел скромный садовый дачный домик площадью 349,6 метра квадратных. Вот он на карте. Удивительный человек этот господин Шатров. Ну а удивительному человеку и удивительные соседи. Совершенно случайно именно в этом же садоводческом товариществе, помимо подельников Шатрова по Синезису Алексея Кныша и Дмитрия Шведко, участки номер 27 и 10 соответственно, оказались начальник оперативно-аналитического центра при так называемом президенте Андрей Павлюченко, участок номер 137, а также целая когорта действующих и бывших сотрудников ОАЦ и службы безопасности диктатора из войсковой части 01549. И вообще, следует отметить, что 2018 год для Александра Шатрова был поистине знаковым. Судите сами. В августе его компания заключила 20-летний госконтракт на поставку режиму диктатора Кипода для нужд РСМОБ. Чуть раньше, в июне, он построил загородный дом в элитном месте. Ну а начало этой полосы удачи берет отчет с 6 апреля 2018 дня, когда ввиду особых заслуг Александр Шатров приобрел белорусское гражданство, не расставаясь при этом с российским паспортом. Вот такой вот независимый, но очень полезный для антинародного режима бизнесмен. Кстати, Синезис Шатрова в свое время работал и над созданием такого популярного в Беларуси мессенджера, как Viber, которая добровольно устанавливается беспечными гражданами нашей страны на свои смартфоны. И опять же, совершенно не случайно офис ОАО Viber Media располагается по уже известному нам адресу. Да-да, город Минск, улица Платонова, 20Б. Следует отметить, что после введения Евросоюзом санкций против Синезиса от компании стараются откреститься не только ее основатели, но и сам диктаторский режим. Особенно в той части, которая связывает Синезис и ее дочку Паноптис всевидящим оком, то есть республиканской системой мониторинга общественной безопасности. Именно поэтому уже в начале 2021 года в МВД опять закипела работа по так называемому усовершенствованию всевидящего ока, предусматривающую в том числе смену технического оператора. Давайте послушаем февральскую аудиозапись разговора между тогда еще начальником ГУР МВД, полковником милиции Свиридом Максимом Александровичем и начальником отдела оперативно-информационной работы криминальной милиции МВД, полковником милиции Подгрушей Михаилом Ивановичем. Слушаю, Подгруша. Да, слушаю. Свирид, скажите, пожалуйста, есть информация по оператору, по предложению Белтелекома, что мы будем, как двигаться дальше? По итогам вчерашнего совещания, не вчерашнего совещания, которое было в четверг, БТК прислали свои предложения
Министр сегодня их согласовал, и мы отправили, что МВД поддерживает предложение, но указываем на необходимость согласования данных предложений не только с МВД, а со всеми пользователями системы. Да, значит, они пишут о изменении построения самой системы, что будет единый субъект, и предполагается, что это БТК, который устанавливает камеры, обслуживает камеры, отвечает за канал связи между камерами и центром обработки и обеспечивает видеоаналитику, обработку этой информации для пользователей. То есть Panoptis заменяем? Да, но те предложения, которые они прислали, ведь Panoptis сейчас только видеоаналитика, только обработка. Да. А здесь один субъект, отвечающий за все. Они прописали это так, что в конкурсе на программное обеспечение по видеоаналитике не исключают и участие Synesys, то есть Panoptis. Хорошо, есть. Еще один момент по стоимости, то, что они прописали. Там дешевле получается, да, я в курсе. Больше, чем в 2 раза снижение стоимости, чем есть сейчас. Все есть. Плюс они указали возможность быстрого развертывания количества камер с учетом оказываемой ими видеоуслуги, видеонаблюдения. Но в ответе министр подписал, что мы обращаем внимание на необходимость максимального сокращения сроков, потому что там в письме идет до 9 месяцев, на развертывание такой системы, чтобы мы не потеряли вообще возможность работы. Хорошо, принято. Есть. Итак, из данного разговора мы узнаем, что вместо дочки частной компании Synesys ОАО 24/7 Panoptis единым техническим оператором РСМОП должно стать государственное предприятие Белтелеком. При этом Белтелеком станет своего рода ответственным координатором по технической части функционирования системы, что совсем не исключает дальнейшее участие в проекте Synesys. В частности, предоставление им программного обеспечения по видеоаналитике и обработке данных. Ну а как иначе? Ведь мы все помним, что действие первоначально заключенного с ОАО 24/7 Panoptis госконтракта истекает лишь в далеком 2038 году. И вот уже в августе 2021 устами самого публичного из своих руководителей, да еще и страстного сторонника тотальной слежки Геннадия Казакевича, МВД официально объявила о планах режима сделать РСМОП умнее. Проблемные моменты есть в обеспечении информационной безопасности. И в данном случае мы уже говорим и о национальной безопасности в том числе. Соответственно, в предложенном проекте указа предусмотрено, что система должна стать закрытой, что позволит минимизировать риски кибератак. Это с одной стороны. С другой стороны, мы предусмотрели, что разработчик программного обеспечения это будет национальная IT-компания. Иными словами, это дополнительный фактор обеспечения безопасности системы. Эту компанию по проекту указа должен определить Белтелеком, то есть на основе конкурса. Но могу сказать лишь, что такие компании в республике есть. Мы не просто позиционируем себя как IT-страна, мы сможем это обеспечить. Это чрезвычайно эффективный инструмент как охраны общественного порядка в целом, так и борьбы с преступностью. В настоящее время система показала, что уже те интеллектуальные возможности, которые есть, позволяют достаточно идентифицировать лица, транспортное средство, что в свою очередь позволяет выявлять и пресекать преступления. То есть это работает. В заключении темы сегодняшнего выпуска и ко вниманию его фигурантов, как нельзя кстати придется лексика, принятая в органах уголовного преследования, которой так часто заканчиваются материалы соответствующих проверок. На основании изложенного установлено, что платформа умного видеонаблюдения Кипот, владельцем и разработчиком которой является российско-белорусская группа компаний Synesys, не только состоит на техническом вооружении в силовых структурах диктаторского режима, но и является обязательной для использования в их практической деятельности, что свидетельствует об обоснованности включения вышеуказанной компании в санкционные списки Совета Европейского Союза. Ну а всем карателям, приступившим уголовный закон на службе у диктатора против белорусского народа, Байпол напоминает, что все вы неотвратимо в скором будущем предстанете перед справедливым и беспристрастным судом демократической Беларуси. И для того, чтобы каждый преступник в погонах понес установленную законом ответственность за содеянное, Байпол разработал свою систему распознавания лиц.
Как говорится, бей врага его же оружием. Мы же вам обещали, никакие балаклавы вас не спасут. В этой связи обращаемся ко всем белорусам. Если у вас есть фото и видеоматериалы с запечатленными моментами преступлений карателей и их лицами, в том числе и в балаклавах, присылайте эти материалы на наш телеграм-аккаунт «Инфобайпол». А чтобы скорее установить в стране законность и правопорядок, присоединяйтесь к мобилизационному плану «Перемога». Смело выходите на связь с представителями Байпол или САЦ при получении оповещения только от оригинального чат-бота. Будьте бдительны к провокациям и помните, что мы не даем участникам плана никаких предварительных заданий. План «Перемога» будет реализован единовременно и по всей стране. А о скором введении его в действие мы всех предупредим публичным объявлением степени готовности повышенная. Обязательно установите на своих смартфонах и компьютерах VPN, а в случае подозрений на провокацию требуйте верификацию вышедшего на контакт с вами лица через наши официальные каналы связи и видеозвонок. С перемогой мы, белорусы, станем свободными. Живе Беларусь!